Ричи, почему ты хулиганишь сегодня? Тебя одного слышно. Добрый день, друзья! Покажу вам сегодня две орхидеи, как и обещала. Один из них желтый биглип, который мы спасаем без корней. И еще одна проблемная орхидея – это винный вельвет. Показывала их вам примерно месяц назад. И на примере винного вельвета показывала, как можно вот эти корни напоить, не опрыскивая, а поливая. Ссылочку на это видео я оставлю в правом верхнем углу и под видео, но хочу вам показать, какие изменения за этот месяц произошли с этими цветами. И небольшая интрига, что же у них такое выросло и где выросло. За этот месяц я их один раз полила с удобрениями, причем равноценными. Проливала по краю горшка, а у этого замачивала корни. И давайте начнем с желтого биглипа. У него так и осталось 4 корня, которые он растит. Вот эти корни решили убежать из горшка. А вот эти 2 корня пока остаются в горшке. И чаще всего эти воздушные корни я опрыскиваю. Почему опрыскиваю эти воздушные корни? Да потому что у него в горшке корней нет. Но если они даже есть, они гнилые, и их не видно. Поэтому для того, чтобы дать какое-то питание или влагу, или воду этой орхидеи, опрыскиваю именно эти 4 воздушных корня. И после того, как произошел один единственный полив с удобрением, на несрезанном цветоносе биглип пробудил 2 почки. Но из одной почки точно растет цветонос. А вот здесь есть небольшая интрига. Что же вырастет из этой почки? То ли детка, то ли тоже цветонос. Пока показался маленький-маленький зеленый кончик, но непонятно чего. Давайте сделаем предположение, кто за цветонос, а кто за детку. Я за детку. Но будем наблюдать. Но напишите свои предположения, что же это может быть. Ричи? Ричи, ты себя сегодня ведешь просто безобразно. Даже Лаки на руки залезла. Как ты себя ведешь? Рич, да что ж такое? Сейчас ты пойдешь в другую комнату. Да. Нельзя так себя вести. Нельзя. Нельзя обижать котов. Даже Юля ушел. Ну что ты... Ну что это такое? Бессовестно. Стыдно. Очень стыдно. Сидеть. И тихо, тихо. Пишите свои предположения по поводу именно вот этой почки. А орхидея винный вельвет ведет себя, ну как всегда, совершенно по-другому. У нее всего 2 корня, и самый длинный только-только начинает дорастать до грунта. И, видимо, уйдет в грунт. Похоже, что и второй пойдет в грунт. Но пока растут очень медленно. Но при этом орхидея растит лист. А желтый биглип лист так растить и не начал. Ему интересно поцвести. Вот здесь, на вот этой части листика, появилась какая-то сухость. И многие бы подумали, что это что-то уже происходит, какая-то гниль, какая-то сухая гниль. Надо обязательно чем-то намазать, чем-то обработать. Но я этого ничего делать не буду, понимая, что этот лист она все равно отсушит.
есть причина. Здесь что-то собиралось вырасти и порвало листик. Поэтому в любом случае этот лист орхидея будет сбрасывать. Но здесь тоже, даже на вот этом цветоносе, который я оставила специально, чтобы удержать орхидею в ровном состоянии, чтобы она не болталась в горшке. Я не преследовала цель нарастить или вырастить, или получить от этого цветоноса, или цветения, или детку. Орхидея очень высоко находится в горшке, и она качалась. Поэтому я подставила держатель, укрепила именно этим цветоносом. И похоже на то, что она тоже здесь начинает пробуждать почку. Но здесь вообще непонятно, что еще будет. Пока почечка надулась и маленькая, может быть, она в таком зачаточном состоянии и останется, а может быть, если корни дорастут до грунта и станут получать больше количества влаги, может быть, что-нибудь и случится. Тоже понаблюдаем. Ведь интересно, это одни из самых проблемных орхидей, которые у меня остались на данный момент. Нет у меня реанимации орхидей. Ни на данный момент, ни последние 2 года, никаких разборок орхидей, даже с гнилыми корнями. Кстати, в этом горшке где-то есть единственный корень, да даже уже и нет. Ну вот какой-то корень похож на живой. А так все корни в этом горшке, видимые корни, они гнилые. Но я не разбираю такие орхидеи, и поэтому не получаю глубокой реанимации. А получаю вот интересные такие результаты на цветоносах. Небольшой рост корней, небольшой. Но думаю, что орхидеи со временем восстановятся. Как, впрочем, мы с вами восстанавливали орхидеи, которые покупали специально уценки для того, чтобы, не разбирая, их восстановить. Обязательно покажу. Об этих орхидеях есть плейлист. И обязательно покажу, когда они все 4 зацветут. А зацветут они почти все одновременно, и все 4. 5-ю не берем, 5-я уже цвела. Но будем наблюдать и за этими орхидеями. Пишите свои предположения в комментариях. И как только будет понятно, что вырастет из этой почки, я еще раз вам покажу эти орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Ричи, ты принес все свои игрушки? Почему ты себя так плохо ведешь? Ты зазнался? Ты думаешь, ты стал звездой Ютуба? Он надеется. Ты надеешься на это? Ты думаешь, что ты лучше, чем Сёма? Слушаешь меня? Эх ты, безобразие.